Сынишка разносит молотком голову своей мамы, обливает дом бензином и звонит в полицию. Это 14-летний Дэниэл сделал наспор, чтобы переиграть и удивить своего товарища. А что было дальше, расскажем чуть позже. Как и десяток других леденящих душу историй, когда дети решили поквитаться со своими родителями. А в конце будет дикая история, как 11-летний парень не захотел себе братика и решил действовать радикально. Это 13-летний бразильский мальчик, который убил своих родителей, бабушку, двоюродную тетку и в итоге себя. По версии следствия, он был вдохновлен настоящими убийствами 1974 года в Нью-Йорке, которые легли в основу, возможно, не самой правдивой книги и фильма «Ужас Амитивилля». Отец парня был полицейским. В ночь на 4 августа 2013 года Марсело спокойно прошел через свой дом со служебным пистолетом, который украл из сейфа родителей. При этом убив каждого из членов своей семьи. Осознание содеянного пришло не сразу. На следующий день он поехал в школу на машине своей матери с орудием убийства и вторым пистолетом в рюкзаке. Когда Марсело вернулся домой на место преступления, он решил покончить жизнь самоубийством. Друг сообщил полиции, что Марсело хотел стать профессиональным киллером. Парень также постил упоминания об убийствах в Амитивилле в социальные сети, прежде чем разобраться со своей семьей. Со временем появились и другие теории, предполагающие, что коррумпированная полиция или члены организованной преступности подставили мальчишку, расстреляв семью и вложив ребенку в руку пистолет. Следствие эту версию не подтвердило. Но если вам кажется этот случай жестоким, то что вы скажете про следующий? Парень, который признан самым молодым серийным убийцей в СССР. История этого изувера действительно леденит душу и вызывает настоящую тошноту. Ведь адекватный человеческий мозг не в силах осознать подобные злодеяния и понять мотивы убийцы. Обычный мальчик с милым лицом, который родился в Свердловске в 1923 году и начал убивать уже в неполные 15 лет. Он выбирал исключительно детей в возрасте от 2,5 до 4 лет, при этом не ограничиваясь убийством, а еще и насилуя своих маленьких жертв. Достоверно известно о 18 нападениях, 8 из которых закончились гибелью малышей. Сначала он душил их, а потом изощренно добивал с помощью холодного оружия, постоянно издеваясь над телом жертвы. Чудовище долгое время не удавалось поймать. Лишь по счастливой случайности его задержали 3 курсантов Свердловской школы милиции, когда убийца нес очередного маленького мальчика в лес. Наказание было соответствующим. Тогда никто не посмотрел на возраст насильника, ведь общество требовало расправы. Владимира Vinnichevsky'го расстреляли уже в 1940 году. Это одна из немногих девушек, которая убила своих родителей, когда ей только исполнилось 18 лет. Удивительно, но она застрелила своего отца, Томаса Ланнерта, который в раннем детстве был ее суперменом, всегда поддерживал и помогал. Свидетели говорили, что Стейси росла настоящей папиной дочкой. Почему же она решилась на такой шаг? Дело в том, что Томас подвергал физическому насилию свою другую дочь, Кристи. Он часто кидал ее с лестницы дома и постоянно бил. А после, когда Стейси исполнилось 8 лет, он обратил свое внимание и на нее, заставляя спать с ним. И после 10 лет пыток Стейси решилась действовать. Однажды ночью, когда ее отец потерял сознание пьяным на диване, она схватила его винтовку и выстрелила в него. Но поскольку она все это делала с закрытыми глазами, пуля попала ему в плечо. Это заставило Томаса проснуться и позвать на помощь. Но Стейси проигнорировала его мольбы, выстрелив в него еще несколько раз. Она призналась в убийстве и была приговорена к пожизненному заключению. В 2009 году ее приговор был заменен на срок уже отбытого заключения. Всего она отсидела 18 лет. Прокурор считает, что ее освобождение было ошибкой. Мол, что она солгала о жестоком обращении и фактически убила своего отца за наследство в размере $500 тысяч, которое она получила после его смерти. Поэтому и дождалась своего совершеннолетия, чтобы начать новую жизнь. А мотив следующих детишек был вообще простым и наивным. Родители просто мешали жить. В 1996 году 17-летний Роберт и 14-летний Джеффри Дингман были двумя скромными братьями-подростками, которые решили застрелить своих родителей прямо в доме. Раздраженные правилами своих предков и расстроенные постоянными ссорами и претензиями, два брата обсуждали план месяцами, пытаясь решить, как совершить преступление. Они обдумывали такие методы, как отравление и утопление, но в конце концов остановились на обычном расстреле родителей. Джеффри
сделал первые выстрелы, тяжело ранив отца и мать. Затем Роберт прикончил их, насмехаясь над ними, прежде чем они успели скончаться. Мальчики поместили тела своих родителей в мешки для мусора, которые они спрятали на чердаке и в подвале, а потом закатили настоящую вечеринку с друзьями, сказав, что их родители уехали в отпуск. Коллеги убитой пары вызвали полицию, когда двое взрослых не пришли на работу. Хотя доказательства были неопровержимыми, прокуроры договорились с Джеффри о даче показаний против его брата, ведь он добивал родителей. Джеффри был приговорен к 30 годам тюремного заключения, а Роберт – пожизненному заключению. Ларри Шварц, герой бестселлеров и фильма, снятого для телевидения, был приемным ребенком с чрезвычайно тяжелым воспитанием. Покинутый вскоре после рождения своими настоящими родителями, он скакал по приемным домам и часто подвергался физическому насилию. Его последним приемным домом была семья Роберта и Кэтрин Шварц, которые были глубоко религиозной и строгой парой. Напряженность в семье Шварца накалилась из-за конфликта между их взглядами и проблемами, которые были у Ларри и двух его приемных братьев. В 1984 году эта напряженность достигла пика, когда 17-летний Ларри позвонил в полицию, чтобы сообщить, что Роберт и Кэтрин были избиты и зарезаны. Сначала Ларри обвинил в убийствах своего брата Майкла, который, как известно, имел проблемы с психикой. Только Ларри быстро привлек внимание следователей к себе, оставив кровавый след на месте преступления с отпечатком его руки. Перед лицом очевидных вещественных доказательств он признал себя виновным в убийстве второй степени и был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Возможно, неудивительно, что Майкл Шварц позже был осужден за другое убийство. В 1991 году он зарезал мужчину во время ограбления. В итоге тюрьма не смогла сделать из ребенка добропорядочного члена общества. А следующий случай мы кратенько раскрыли в самом начале. А теперь расскажем подробности про мальчика и его убитую маму. Дэниэль Бартлам вдохновился сюжетом из британской мыльной оперы «Коронейшн Стрит» и жестоко убил свою мать молотком. Закончив расправу, он облил ее спальню бензином и сжег дом дотла. Когда полиция допросила его, Дэниэл сначала сказал им, что его мать была убита злоумышленником, но быстро изменил свою версию, когда стало очевидно, что убийца он. Бартлам утверждал, что они поспорили с товарищем, и он просто потерял контроль. И детективы обнаружили некоторые зловещие улики. На компьютере Дэниела они восстановили удаленную текст-историю, в которой персонаж по имени Дэниэль Бартлам убивает свою мать примерно таким же образом, как это было в реальности, и прячет ее тело на месте аварии трамвая. Этот план он действительно пересылал своему товарищу. Этих доказательств было достаточно, чтобы присяжные единогласно признали Дэниела виновным в убийстве. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению. Родители Грега Оусли не применяли физического насилия, но его отец был алкоголиком, а мать склонна направлять эмоциональные всплески на своих детей. Проще говоря, срываться. Родители Грега не умели выражать свою любовь к нему, и он тихо злился на их бесчувственность, но действительно всколыхнуло его, когда он застал свою мать, целующей лучшего друга отца. Кроме того, когда он пожаловался им на свои страшные мысли об убийстве и самоубийстве, его мать просто ушла. Она утверждала, что он смотрел слишком много фильмов. Чувствуя, что ничего не изменится, Грег решил убить своих родителей, что казалось единственным выходом для молодого человека в тяжелой депрессии. Он решил, что так ему будет проще пережить распад семьи. Раз мама и папа не хотят быть вместе, не хотят быть с ним, значит, пусть не будет никого. Ситуация, которая вполне могла быть разрешена одним разговором, превратилась в настоящую трагедию. В 2001 году 12-летний Алекс и 13-летний Дерек Кинг избили своего отца до смерти, а затем подожгли их дом, чтобы скрыть следы преступления. Похоже, что не было какого-либо конкретного мотива для преступления, хотя они действительно жили в доме без электричества и, похоже, имели достаточно холодное отношение со своим отцом. Чтобы заполнить эмоциональную дыру в своей жизни, мальчики обратились к 41-летнему Рики Чавесу, другу семьи, правда осужденному ранее за растление малолетних. Так соседский дом стал укрытием для мальчиков, которые прятались там всякий раз, когда приходил их отец. После того, как Алекс и Дерек убили своего папу, полиция внимательно изучила и друга семьи. Первоначально государственные обвинители считали, что двум мальчикам помогал Чавес или что они помогали ему. Но в итоге следствие не нашло этому доказательств и братьев осудили. А следующий случай о настоящей мести и несправедливости законов.
Суд над Чиё Айзавой стал настоящим историческим делом для Японии, поскольку он побудил Верховный суд Японии изменить законы об отцеубийстве и матереубийстве. Это был первый раз, когда законодательный акт был объявлен неконституционным. Испытывая физическое и сексуальное насилие почти всю сознательную жизнь, Чиё Айзава даже родила 5 детей от своего отца. Когда она влюбилась в друга и захотела выйти за него замуж, отец запер ее в доме, не позволяя ей уйти. Айзава не видела выхода и задушила своего папку в 1968 году. Сыновняя почтительность, конфуцианская философская добродетель уважения к родителям сыграла большую роль в том, что отцеубийство считалось более отвратительным, чем убийство незнакомца. Хотя изначально суд не хотел брать во внимание обстоятельства, которые толкнули к убийству, но осужденная и приговоренная к смертной казни, Айзава довела дело до Верховного суда, который в конечном счете постановил, что закон противоречит Конституции. Ее приговорили к 2,5 годам каторжных работ. В 2003 году Алан и Дайан Джонсон были найдены мертвыми. Оба были застрелены из винтовки. Их 16-летняя дочь Сара также была в доме, но она оказалась жива. Полиция, проводящая расследование, обнаружила важнейшие улики – окровавленный халат и 2 перчатки с ДНК внутри мусоровоза, который практически уехал из района. Следствие обратило внимание на нелегального иммигранта по имени Бруно Сантос. Как дальше выяснилось, Сара встречалась с Сантосом, но ее родители не одобряли выбор. Хотя полиция ожидала, что парень окажется убийцей, следователи заметили, что Сара вела себя странно и беззаботно после бойни у нее дома. Она несколько раз меняла свою историю, но результаты ДНК наконец вернулись из лаборатории. Полное совпадение с ДНК Сары. На суде прокуроры заявили, что Сара хотела быть с Сантосом и не собиралась позволять родителям диктовать ей условия. Фактически, всего за несколько дней до убийства Алан Джонсон угрожал отвезти Сантоса в полицию за секс с несовершеннолетней. Сара была признана виновной в обоих убийствах и получила 2 пожизненных заключения без права досрочного освобождения. Мари Робардс, отличная ученица и, казалось бы, любящая дочь, была последним человеком, которого можно было заподозрить в убийстве. Когда в 1993 году умер ее отец, вскрытие не обнаружило ничего необычного, что заставило бы власти усомниться, что он умер естественной смертью. Если бы не чувство вины, которое охватило ее, 16-летней девушке сошло бы с рук то, что прокурор назвал совершенным преступлением. Мари украла ацетат бария и залила им еду своего отца. Поскольку оборудование для обнаружения яда слишком дорогое, а привлекать лабораторию не было поводов, власти пропустили убийство. В конце концов, Мари призналась, когда они вдвоем с подругой читали Гамлета Шекспира. Во время монолога Клавдии девушка рассказала все и попросила хранить ее маленький секрет, но подружка обратилась в полицию, которая заказала тест и арестовала Мари после того, как пришли результаты. На вопрос следствия, почему она убила своего отца, Мари спокойно объяснила, что хотела жить со своей матерью, ведь родители были в разводе. А дальше случай, который удивит вас возрастом и жестокостью преступника. 11-летний Джордан Браун в 2009 году хладнокровно застрелил беременную невесту своего отца, Кензи Хоу. Он сделал в нее несколько выстрелов из собственного ружья, которое подарил ему папа. Тот был страстным охотником и старался с ранних лет приучить сына к своему увлечению. Причина поступка была банальна – любовь к родной матери и нежелание братика от новой папиной подружки. Суд намеревался судить его как взрослого, тогда бы ему светило пожизненное заключение. Однако адвокат сумел убедить присяжных, что несмотря на жестокость преступления, Брауна необходимо судить как малолетнего правонарушителя. В результате он попал в исправительную колонию для малолетних преступников. Но уже в 2016 году, в возрасте 18 лет, Джордан был освобожден условно-досрочно, получив новые документы, чтобы запятнанное преступлением имя не мешало ему начать новую и счастливую жизнь. Что с ним сейчас, не знает никто. Как вы можете понять, часто малолетних убийц трудно судить по всей справедливости. В редких случаях ребенок получает наказание, которое соответствует содеянному, а правильно это или нет, пусть каждый ответит сам себе. На этом у нас все. Прощаемся и спасибо за просмотр.